Один из самых часто задаваемых вопросов нам от собственника: а почему моя квартира должна стоить дешевле, чем точно такая же у застройщика? Вон они там, я вижу, по 170 стоят, почему моя квартира должна стоить дешевле? А некоторые нам вообще с упреком говорят: а вы специально занижаете стоимость моей квартиры, чтобы покупателям из вашей базы было выгоднее ее купить. Но давайте в этом видео по-честному поговорим, почему на самом деле вторичка сейчас на Северном Кипре стоит дешевле, чем новостройки, а заодно по дороге и выясним, в чьих интересах мы работаем на самом деле. Давайте начнем с очевидного, с выгодности предложения для покупателя. Смотрите, застройщику не нужны все деньги сразу. Ему достаточно заплатить там 30, 40, максимум 50%, а остальное все разбить на 2, 3, 5, 8 лет у разных застройщиков по-разному. В этом, конечно, преимущество. И покупатель в этом случае готов немного доплатить сверху. Но все равно это не объясняет всей разницы. Почему иногда в 1,5, а то и в 2 раза доходит разница в рыночной стоимости между объектом, который сейчас продается от частного лица, и точно таким же готовым уже объектом, который стоит от застройщика в его прайс-листе. Если здравомыслящий человек увидит вот эту картину, почему я на Хангееве вижу квартиру за 100 тысяч, а у застройщика такая же стоит там за 170, а то и 200, точно такая же. Логично складывается вывод: да у застройщика никогда в жизни такую квартиру сейчас не купят. И действительно так оно и есть. Но застройщики же тоже не дураки. Зачем они так делают? Вот сейчас я расскажу. Самое главное отличие в том, что застройщик управляет бизнесом. У него нет, в отличие от физлица, задачи конкретно продать квартиру 4 в блоке D и конкретно вот в определенный срок. У него задача управлять всей вот этой машиной, которая покупает земли, согласовывает проекты, эти проекты выпускает в продажу, пока они продаются, строит их, вводит в эксплуатацию, на вырученные деньги покупает новые проекты. Вот всей этой машиной он управляет. И давайте посмотрим сейчас на рынок, что происходило последние 5, а то и 7 лет. Был большой бум недвижимости на Северном Кипре. Был хайп определенный, когда покупали много, потому что здесь действительно классно, красивая картинка, красивый образ жизни и дешево. И естественно покупали много с разных стран, с Европы, с СНГ, из Африки, откуда угодно, с Ближнего Востока, неважно. Люди покупали. Что делает управленец бизнесом, который строит недвижимость на продажу? Естественно, пока берут, надо брать, надо вкладывать деньги, покупать новые земли, согласовывать новые проекты, открывать новые продажи, вводить в эксплуатацию, зарабатывать, 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 зарабатывать. И естественно, любой управленец понимает, что после такого бума будет застой, а то и спад. И к этому застою нужно готовиться. Нужно подходить с операционным капиталом. Он тоже не бесконечен, как и рост, так и застой, а то и спад. Ничто не бесконечно. И к этому надо подготовиться и подойти с операционным капиталом, чтобы его пережить. Что значит пережить? Это значит, что бизнес должен не утонуть в долгах, не утонуть в операционных расходах и просто прожить, прокатиться, и при этом не уронить стоимость настолько, чтобы потом не выжить. Почему? Потому что земли не станут дешевле, это остров, ну давайте откровенно говорить. Стройматериалы не станут дешевле, это остров, их надо в большинстве своем везти из-за границы. Себестоимость работы рабочих тоже не станет дешевле, потому что цены в мире вообще растут, есть такое понятие, как глобальная инфляция. Да? Значит, себестоимость постройки новых объектов дешевле не становится. А значит, через вот эту вот стагнацию на рынке, когда спрос упал, застройщику нужно пройти и при этом не уронить цены, не уронить рынок, держать их. Особенно на основных проектах, которые приносили ему больше всего деньги. Да, где-то точечно какие-то маленькие проекты он будет по точечным скидкам продавать или какие-то юниты, просто чтобы продажи держать не нулевыми. Но то, что его кормит, должно остаться в спросе, должно остаться в хорошей стоимости. И да, он будет держать эти цены, даже если он понимает, что в этом году и в следующем никто не купит, потому что невыгодно. И это не рыночная стоимость. Но цены не уронить застройщик обязан, потому что он управляет бизнесом. А в отличие от застройщика, у физлица, то есть у вас, если у вас есть задача продать квартиру, вам надо продать конкретно эту квартиру и конкретно в определенный срок. Допустим, сейчас, за 3 месяца, за полгода. А значит, вам надо сделать такое предложение покупателю, чтобы сейчас в текущих условиях рынка оно было конкурентоспособным. И если застройщик может себе позволить держать оверпрайс и знать, что оно никогда не продастся, то у вас, к сожалению, такой роскоши нет, потому что у вас юнит только один, и вам нужно его как-то конвертировать в деньги. А значит, нужно найти человека, который согласится обменять свои деньги на вашу недвижимость. А теперь немножко про нас. Что конкретно DreamHold может сделать в вашей ситуации, когда вам надо продать квартиру, а ее приходится продавать дешевле, а зачастую даже дешевле, чем вы покупали. Мы можем помочь вам выжать максимум из той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, и продать квартиру по максимально возможной рыночной стоимости. То есть из всех покупателей, которые готовы будут конвертировать свои деньги в вашу недвижимость, мы выберем самого платежеспособного и выберем самое выгодное предложение для вас. Почему? Потому что мы по-честному работаем в
интересах того, кто нам платит. И так работает всегда. И даже если вам другие агенты говорят, что они работают в интересах покупателя, но не работает это так, потому что покупатель не платит им комиссию. Давайте возьмем на примере. Когда продавали недвижимость под видом выгодных инвестиций, иностранный клиент говорит: а подберите мне выгодное инвестиционное предложение. И агент бежит подбирать выгодное инвестиционное предложение. Правда? Нет, конечно, неправда, потому что он продаст то, за что ему больше заплатят. Он всегда работает в интересах того, кто ему платит. Так вот, мы об этом говорим честно. И если мы говорим, что вы заплатите нам по итогу комиссию, это значит, что мы сработаем в ваших интересах. Как это работает? Вот прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, определенное количество заинтересованных покупателей ищут квартиру, похожую на вашу. В зависимости от вашей квартиры это может быть 5 человек, может быть 10, может быть 100, а может быть 1000. Но прямо сегодня на Северном Кипре они заинтересованы в покупке недвижимости такой, как ваша. Что нам нужно сделать как маркетинговой компании, которая обеспечит спрос на ваш объект недвижимости? Нам, во-первых, нужно сделать ваше предложение видимым. Во-вторых, нужно сделать его интересным, чтобы человек откликнулся на это предложение. Но даже не это главное. Нам нужно из всех, кто откликнулся, довести их до показов, чтобы они лично посмотрели ваш объект, ну или хотя бы онлайн. Но и это тоже не цель. Цель — конвертировать эти показы в офферы, в предложение для вас. Если покупателю подходит ваш объект недвижимости, он сделает вам предложение. Я даю столько денег за ваш объект. Ну, грубо говоря, начать торговаться. Управляя процессом торгов, можно выйти на то предложение, которое вас устроит. Вот это то, что делает грамотное агентство по маркетингу недвижимости. Но вот в чем загвоздка. Предложений таких, как ваши, на рынке сейчас явно больше, чем покупателей, которые готовы эти предложения рассматривать. И значит, нужно выигрывать конкуренцию. А как смотрит покупатель? Чтобы вообще выйти на связь с вами или с вашим агентом и начать какие-то переговоры, сначала его должен заинтересовать ваш листинг. А листинг — это ничего больше, чем одно заглавное фото, короткая фраза и цена. Поэтому если цена будет изначально неправильной, вся дальнейшая работа не будет иметь никакого смысла. Другими словами, чтобы не надеяться на удачу, а сделать продажу предсказуемой и в осязаемые сроки, что мы делаем? Сначала надо правильно определить цену. Второе, маркетинговыми инструментами упаковать ваше предложение так, чтобы оно было интересно покупателям. Третье, собрать этот спрос от покупателей, довести его до реальных предложений, чтобы они действительно начали вам какие-то предложения делать. И четвертое, провести эти переговоры и сделать так, чтобы стороны, а именно и продавец, и покупатель, договорились. Вот это та работа, которую мы можем сделать, и это позволит выжать максимум из всей ситуации, в которой вы сейчас оказались. Но давайте будем откровенными. Цену, к сожалению, определяете не вы и не мы. Цену определяет рынок. Рыночная цена — это та, где спрос покупателя и предложение продавца сойдутся и будут интересны обоим. Как мы это можем определить? Естественно, не на глаз и, естественно, не наугад. Для этого проводится анализ рынка. Он бывает разных методов. Мы используем конкурентный анализ, потому что он сейчас отвечает особенностям рынка недвижимости Северного Кипра в 2025 году. Если коротко, то мы сравниваем объект с аналогами, что еще покупатель может купить из похожего. И таким образом выясняем, чтобы в этой ценовой категории ваше предложение могло стать самым интересным за счет наших усилий, за счет маркетинговых инструментов, за счет того, что мы каждый день работаем с вашим объектом. У нас точно нет задачи сделать ваш объект самым дешевым на рынке. Есть задача сделать его самым интересным, потому что если он не будет интересен покупателям, ни наши усилия, ни ваши, ни тысячи других агентов не будут иметь никакого смысла. Поэтому, когда нам говорят, что мы специально пытаемся сделать объекты дешевле, нет, это совсем не так. Наша задача сделать так, чтобы вы заработали максимум, но ключевое слово «заработали», потому что та цена, которую вам бы хотелось, и та цена, которую рынок готов дать, она может отличаться. И это может быть неприятно. Но если цель все-таки продать, конвертировать недвижимость в деньги, надо исходить из реалий рынка и смотреть на ситуацию трезво. Это то, что мы можем для вас сделать и давать вам рекомендации, но только вы сами определяете цену, исходя из ваших задач. И если рынок не дает столько, сколько вам нужно для решения конкретно вашей задачи, в таком случае лучше отложить продажу вашего объекта и вернуться тогда, когда рынок будет готов дать вам столько, сколько вам нужно. Но если ваша задача продать именно сейчас и деньги вам нужны в ближайшее время, тогда мы те, кто действительно может вам помочь, потому что мы можем выжать максимум из сложившейся ситуации. Даже если это будет меньше, чем вы рассчитывали. Но мы вам об этом хотя бы по-честному скажем. Если это видео прислал вам наш агент, вернитесь к диалогу с ним. Он не просто хочет поставить ваш объект в какую-то базу, он хочет привести вас к результату. А если вы попали на это видео каким-то другим способом, и у вас есть задача продать недвижимость на Северном Кипре в ближайшее время, свяжитесь с нами, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы максимально выгодно для вас решить вашу задачу. А если вам нужна работа в сфере недвижимости на Северном Кипре, вы тоже можете связаться с нами, потому что мы растем, и нам нужны адекватные люди, чтобы хорошо
делать работу и качественно оказывать услуги нашим клиентам. Поэтому тоже связывайтесь с нами смело.